Друзья, всем привет! Всем привет! Поставьте плюсик, если меня видно, слышно, чтобы я не в пустоту говорил. Если видно, слышно, справа чат, поставьте плюсик. Или не видно, не слышно, или никого нету еще. Плюсик, минусик, хоть что-то поставьте, если меня слышит. Все, супер, поехали, отлично. Так, у нас насыпалось вопросов. Я вот с телефона читаю вопросы, штук 15 вопросов в форме. На них в первую очередь, если остается время, то на вопросы из чата отвечаем. У нас с вами сессия вопрос-ответ для курса «Магия Google 4». Итак, не будем тратить время. Я думаю, все, кто хотел, уже собрались за эту 1 минуту, поэтому поехали. Первый вопрос от Евгения Пичугина. Интересно узнать про сотрудничество по модели оплаты за результат. Значит, для всех модель оплаты за результат – это когда вы обращаетесь к а, например, приходите в салон красоты, который рядом с вашим домом расположен, и говорите: "Давайте я вам буду приводить клиентов в ваш салон красоты, а вы мне будете платить деньги за каждого приведенного от меня клиента". То есть, эта модель, когда обычно рекламодатель, специалист сам оплачивает рекламу, а ему платят уже по факту за выполненные заказы. Так, теперь вопросы по этой модели. При каких условиях возможно в плане статистики? Например, если компания отслеживает только количество и стоимость конверсии, реально ли работать с ними по условию оплаты? Так, о чем мы? Ладно, так, щас. Реально с ними условием, значит, если компания отслеживает только количество и стоимость отслеживания. Ну, конечно, при такой модели оплаты первый вопрос, который возникает, это как нам узнавать, что эти люди пришли от вас, от, специалиста, а не просто с улицы. Есть вариантов на самом деле масса, начиная от сложных, таких как там установка системы колл-трекинга, системы сквозной аналитики с интеграцией с CRM. На мой взгляд, самая простая и выгодная для меня как специалиста система, и я по ней работал когда-то, когда, э, приведу пример. У меня в партнерах была медицинская клиника в Киеве. И, мы начали с ними, то есть, ну, по этой системе договорились работать. Я смотрю их сайт, ну, у них сайт ужасный, просто ужасный. Я им говорю: "Ребята, у вас сайт плохой". Как бы я не хочу на этот сайт размещать рекламу, он некачественный. Они говорят: "Ну, типа, новый мы сделать не можем". Соответственно, на какой системе мы работали? Я сам за свой счет создал для них сайт. Простой, то есть это не мега какой-то сайт, а просто ряд посадочных страничек. Создал для них сайт. На этом сайте дальше я их попросил завести отдельный номер телефона для звонков от меня, отдельный Viber, Telegram на этом номере телефона и отдельную почту. На этом сайте, который я создал за свои деньги, я разместил, телефон, ну, мой. То есть у их менеджера лежал отдельный телефон, на котором Игорь был написан. Если он звонит, это значит с моего сайта. Отдельный телефон, Viber, Telegram, WhatsApp на этом телефоне. И, ну и все. И форма заказа на сайте. Соответственно, все знали прекрасно, что, их менеджер знал, что если звонит этот телефон, это от Игоря. Вот, поэтому вот это самый простой способ. Какая логика расчета оплаты за результат обычно используется? Допустим, 10% от средней стоимости заявки. Так можно или есть иные общепринятые подходы? Смотрите, логика, общая логика, чтобы всем было выгодно. Вин-вин. Все выгодны. То есть, ну, разговор можно начинать от, да, 10% от заявки. Начинать можно. Но, смотрите, есть сферы, где себестоимость продукта довольно высока, конкурентность высока, но большое, огромное количество заказов. Там, ну, просто что в голову пришло, доставка книг. Там, себестоимость этой книги, например, там, $7, продают ее за $10, но они вам доллар не отдадут, эти 10%. А книги заказывают по 1000 в день. И себестоимость рекламы, например, там копеечная. В таком случае процент уменьшают, то есть если зазор у них маленький. А есть другие ситуации, когда себестоимость продукта
низкая, это услуга, например, какая-то, то там и 25, и 30% может быть. Услуга дорогая сама по себе. То есть я бы сказал, 10% от заявки — это точка начала переговоров. А дальше, чтобы все было довольны. То есть если недоволен, ну, я всегда за открытость. То есть вот в таких партнерствах я всегда говорю, я начинаю партнерство, я говорю: смотрите, мы можем начать с вами с 10%, но если мне будет казаться, что, то есть я так говорю: поймите меня, если мне перестанет быть интересно, я просто найду другую клинику, другое партнерство, этот сайт переделаю под них и уйду. То есть, и если вам перестанет быть интересно, вы тоже скажете: Игорь, до свидания со своим сайтом, мы с тобой не хотим работать. То есть задача, чтобы всем было интересно. Так, был ли у вас, был много такого опыта, ну, прям много. М, И, кстати, во многих вот был вообще интересный опыт. Мы начали с ребятами, у них SaaS-сервис, мы начали с 10%, и они сами мне потом сказали: Игорь, мы тебе будем платить 20%, потому что ты настолько нам поднял наши продажи, нашу результативность, что мы хотим, чтобы ты, то есть мы боимся, что ты нас рано, это был разговор, мы боимся, что ты нас как бы уйдешь от нас, потому что тебе перестанет быть интересно, поэтому мы тебе поднимаем оплату в 2 раза до 20%, потому что нам все нравится, мы в восторге, и мы готовы платить больше. Вот и так бывает. Так, есть ли методика, второй вопрос, есть ли у вас методика запуска объявлений для поисковой кампании на старте, кроме метода, которым вы делитесь на курсе? Например, сначала запускаем одно адаптивное, в котором все варианты преимуществ, затем на основе комбинаций, которые набрали больше всего просмотров, создаем второе. А, Только то, что я в курсе, делюсь всеми своими наработками, всеми методиками, поэтому то, что в курсе. Так, третий вопрос. Насколько опасно продавать нерабочие аккаунты арбитражникам? Какие проблемы могут быть от этого? М, Ну, тут вопрос из разряда, насколько опасно продавать свои Вот знаете, я как помню, когда был студентом, у нас приходили такие люди непонятные, да, и говорили студентам: хотите, ребят, по 100 баксов заработать? Типа, а что надо? Ксерокопию паспорта идентификационного и там еще что-то. И половина шли и говорили: то что, 100 баксов заработал. А в итоге на них оформляли какие-то там паи, наделы и так далее. И потом оказывалось у них, ну, короче, какие-то там результаты. То есть вы должны понимать, что если аккаунт был оформлен на вас, там ваши платежные данные были, даже если вы изменили, аккаунт изначально был зарегистрирован на вас. Одно дело, если они там будут просто какие-то увеличители органов рекламировать. А что, если они там будут рекламировать что-то явно запрещенное, наркотики, оружие, и это дойдет до криминального разбирательства? Ну, то есть я считаю, продавать, ну, сколько вы максимум заработаете, если вы свой аккаунт продадите арбитражникам? Ну, 100 баксов, ну, 200. Ну, я считаю, это того не стоит. Так, э, вопрос 3. Вопрос 4. Верно ли рассчитан Роми? Проект Google Ads для барбершопа. Есть доступ к базе клиентов и звонкам на IP-номер. Имеются данные за последний месяц. Количество записей, сегментация, средний чек, вложение в рекламу. Как считал Роми? Роми равно. Роми для всех объясняю. Роми — это return of marketing investments. Возврат инвестиций, вложенных в маркетинг. Все записи. Окей. Умножить на средний чек новых клиентов. Окей. Минус все записи на средний чек, да. Так, все записи на средний чек — это мы получаем вал. Сколько мы денег получили, окей. Сумма всех минус сумма всех инвестиций в рекламу. Минус. Правильно. Поделить на сумму всех инвестиций в рекламу. Да, 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 все верно. Так, тут вопросы закончены. Дальше, следующий вопрос. Дмитро, Киев. Если, кстати, если кого-то пропускаю, такое всегда может быть, потому что я с телефона вон смотрю ваши вопросы. Если кого-то пропускаю, вы в чат пишите, типа меня пропустили. Так, Дмитро, працюємо з двох аккаунтів Google реклами одночасно. Деякі товари рекламуються одночасно в двох аккаунтах. Такий підхід можна використовувати? Помітили, що разом компанії працюють непогано. Дивіться, Дмитро, а, це можна використовувати, якщо в цих двох аккаунтів Google реклами ви розміщуєте різні типи реклами. Наприклад, в одному пошукову, в іншому відео та дисплейку.
Так можна. Якщо ви з 2 аккаунтів запускаєте на один веб-сайт за однаковими ключовими словами в однаковій географії, то так робити не можна. Це, все заборонено. Тобто, дивіться, якщо ваші оголошення не можна, щоб ваші оголошення з 2 різних аккаунтів були поряд одночасно. Тобто, якщо вони в різних географіях, окей. Якщо по різним ключовим словам, окей. Якщо різні продукти, окей. Якщо різні типи компаній, окей. Але якщо щось співпадає, ці 2 оголошення можуть бути десь рядом, так ні, так заборонено. Не можна так робити, не треба. Так, Евгений Пичугин, 5-й вопрос. Насколько принципы работы с другими рекламными системами схожи? Например, реклама в Фейсбуке. Я в плане, насколько сложно будет освоить работу с рекламой там, если пользоваться вашим подходом в работе с рекламой? Смотрите, вот сейчас в Великобритании у меня есть несколько клиентов, с которыми мы сейчас, вот сегодня у нас был митинг, мы Байду запускаем, Навер. Байду — это китайская поисковая система, рекламная система. Навер — корейская. Ранее Bing у нас уже работает, Snapchat, Twitter, LinkedIn, Facebook, конечно, TikTok реклама. Все это мы запускали. То есть, я менторю их команду маркетологов и даю идеи, как это все запускать. Я бы сказал, все принципы рекламных систем, они абсолютно одинаковые. То есть основная идея какая? Тебе нужно ответить на 3 вопроса. Кому я показываю рекламу? Это делается с помощью ключевых слов в поиске или аудитории. Естественно, в каждой системе свои инструментарий, но логика такая же. Второе, что мы показываем, какие креативы. Тут нужно понимать, что в разных платформах могут быть разные, те креативы, те картинки, которые заходят в Фейсбуке, могут не зайти в Performance Max или в LinkedIn, или в Байду. То есть нужно понимать, что у каждой системы есть свои паттерны, люди там реагировать привыкли на особый тип объявлений. Но в целом, и третье, что нужно определиться, это как мы будем оптимизировать, считать, анализировать это все. Но в целом я могу сказать, что, в принципе, то есть мне не составило труда сегодня разобраться в Байду за 3 часа. Хотя там интерфейса даже на английском нет, там все на китайском, включил в браузере переводчик, посмотрел. Ну да, оно называется по-другому. Там нет Google аналитики, там Type A Analytics. Но в целом, то же самое. Ключевые слова, аудитории, объявления, группа объявлений, только на китайском все. Поэтому я считаю одинаково. Так, у нас в агентстве есть это вопрос Александр. У нас в агентстве есть свой интернет-магазин, и возникла проблема, что хочется, чтобы статистика по продажам через телефон собиралась в аналитику и передавалась в Google Ads для дальнейшей оптимизации рекламы. Вопрос, как это все настроить, если есть? Один. Сайт на облачной платформе хорошо, к сожалению, не знаком с этой платформой. Два. Настроена стандартная Google Analytics 4. Три. Учет продаж BAS малый бизнес. 1С. Думаю, что необходимо настраивать сквозную аналитику, объединять в ней CRM, телефонию и Google Ads. Одна украинская компания по колл-трекингу предложила использовать HubSpot. Честно говоря, немного запутался в этом вопросе. Процент продаж со значительной ценностью через телефон порядка 50%. Я считаю, то есть когда возникает вот такая ситуация, когда необходимо отслеживать звонки, в таком случае я считаю, что первично это провайдер IP-телефонии, провайдер колл-трекинга. То есть ваша задача реализовать, это называется динамический колл-трекинг, не статический, динамический. Вот то, что вы описали, вам нужен динамический колл-трекинг. Это когда телефоны подменяются для каждого юзера, и вы четко знаете, по какому ключевому слову был звонок, по какой аудитории, все знаете в Google Analytics. И тут нужно начинать с колл-трекинга. Смотрите, мне нравился Binatel, и, в принципе, вот у нас ученики есть, у кого Binatel, и они довольны. Но есть другие ученики, тоже мне писали, у которых делали Binatel, и у которых как бы аналитика все работает круто,
Но клиенты жалуются, что когда менеджер им звонит, плохо слышно. То есть у них что то там в некоторых, не знаю, регионах, городах, у них что-то со связью Binatel. Есть Фонет в Украине, тоже отзывы есть. Поэтому как бы я поступил на вашем месте? Я бы написал Binatel, Фонет и еще 3-4 провайдера динамического колл-трекинга, описал бы свою задачу, попросил бы на недельку тест-драйв у каждого, послушал бы, все ли ок с качеством связи, спросил бы у менеджера: вы хорошо слышите клиентов, клиенты хорошо слышат вас, не переспрашивают. То есть тут первично это качество связи, потому что очень печально, когда ты потратил неделю-две на интеграцию, а потом оказывается, что печальная связь. Поэтому сначала выявить то, где устраивает качество связи, потом сказать: ребята, давайте интегрироваться. У них обычно есть свои программисты, у Бинателла, по-моему, есть. Они под ключ все делают. Вы им платите, они под ключом все делают. У Фонета, по-моему, тоже. Или если у вас есть свои программисты, вы до агентства написали. То есть там все заключается в том, что вам нужно специальный код на сайт вставить везде, где вставляется телефон, JavaScript вставить, все это соединить. Ну, то есть это все реализуемо. Binatel, я точно помню, дают прям подробные мануалы. Как подключить это? Мануал. Как подключить это? Мануал. Как подключить это? Мануал. Но, повторюсь, у них бывают проблемы с качеством самой связи. Поэтому первично найти то, у кого хорошая связь, вторично спрашивать, как подключать. Извините за шморгание носом, я заболел просто, поэтому как есть. Так, Алина. Здравствуйте, Игорь. Два вопроса. Один. Поисковая реклама для автосервиса официального дилера в Румынии. Официального дилера, окей. Сначала был таргетинг по области и городу Джуру. Крутилось хорошо, но стали появляться конверсии из Бухареста. Другой город в нам село не поедут. Сейчас настроила на наш город Джуржу и радиусами выбрала несколько ближних деревень. Теперь крутится медленно, но вроде бы конверсии более целевые. Как точнее настроить, чтобы не резать и без того маленькую аудиторию? Стоит ли выбрать всю область и без исключения внести Бухарест? Или я откачусь первый вариант? Смотрите, с маленькими областями это всегда проблема, прям всегда, потому что не все провайдеры сотовой связи точно передают геолокацию. Это первое. Второе, сам Google не супер точно по геолокации. Это второе. Третье, Google любит расширять географический охват, там даже настройка есть. Показывать людям, находящимся в целевом местоположении или интересующимся им. То есть тут целый, видите, ряд. Я бы вам рекомендовал настроить на область, исключить Бухарест, и в настройках геоположения поставить «показывать только людям, находящимся в целевом местоположении». Ага. 2 вопрос. Настроила отслеживание конверсии, заполнение форм обратной связи для записи в сервис. Мгм. И телефонные звонки, как дополнительные. Не могу отслеживать, сколько звонков поступает в сервис. А как вы их настроили, если не можете отслеживать? С сайта. В Google аналитике появляются, а в Google рекламе показывает меньше конверсий, чем есть на самом деле. Сколько дней составляет задержка по этим данным? Стоит ли переживать? Значит, смотрите, задержка составляет 24 часа. В Google аналитике у вас все конверсии, откуда бы они ни пришли. То есть человек просто ввел адрес вашего сайта, и он попал в Google. То есть в Google, например, к вам пришло на сайт 5 человек из Google рекламы сделало конверсию, 3 человека просто ввели ваш сайт, сделали конверсию, 2 человека нашли вас в Гугле, сделали конверсию. В Google аналитике вы увидите 10 конверсий, в Google Ads вы увидите 5 конверсий, только те, кто пришли из Google Ads. Вот так. 24 часа время обновления. Рекомендую, если есть такая возможность, лучше конверсии в Google Ads отправлять сразу в Google Ads, не через Google аналитику. Так, это есть. Всё, жду. Да, следующий вопрос. Жданов Дмитрий. Какое время в Google Ads актуальны конверсии? Например, в январе получил 30 конверсий, в феврале реклама была на паузе, в марте запускаю. Google будет обучаться с нуля или будет использовать конверсии января? Хороший вопрос. Я стараюсь, чтобы реклама не останавливалась. Я не знаю на него ответа, честно говоря. А, Сложно сказать, какое время. То есть у меня был опыт, когда
Через год включали аккаунт, все с нуля начиналось, все с нуля, все дико ужасно плохо работало через год. Остановки по неделе, по 2 вроде норм. Ну, поэтому скажу, на моем опыте где-то от 2 недель до года вот это число. Но логика, я бы сказал, немножко другая. Тут не насколько хранятся данные, а насколько эти данные актуальны. То есть, зная, как работает искусственный интеллект, хранить данные он может столетиями. Но когда этот искусственный интеллект начинает обучаться, некоторые данные теряют актуальность, и он уже это понимает. Я приведу пример. Если человек ищет тостер, ну, или что то такое, ну, купить, знаете, проходное. Вот, ну, сколько времени я вынашиваю в голове идею купить тостер? Ну, 2 дня, может, 3 купил тостер. То, соответственно, я не думаю, что искусственный интеллект Google будет хранить эти данные и полагаться на них через месяц. Если же я выбираю дом или автомобиль, я могу там полгода думать. Если я выбираю дом, я могу год думать над этим. И, скорее всего, эти данные будут сохранены для оптимизации. Поэтому все зависит от того, насколько для людей актуальны, насколько эти конверсии актуально хранить и актуально, информацию по ним собирать "Гуглом". Если в аккаунте получено 20 конверсий за 30 дней, я создаю новую компанию, создаю цели на уровне компании. Google будет с нуля обучаться или будет учитывать конверсии в аккаунте при условии, что они одинаковые. Google по-любому будет их учитывать, и это лучше, чем запуск с нуля, запуск какого-то количества конверсий. Но эту компанию он будет, ну, обучать все равно. То есть он стартанет быстрее, взяв данные, но все равно эта компания будет раскачиваться какое-то время. Дальше. Для ключевого слова. Сколько должно быть кликов, чтобы понять, что этот ключ не конвертит? Ну, я действую лично по такой логике обычно. А, Если я знаю, что в моей нише стоимость конверсии по своей статистике, то есть у меня есть статистика, я знаю, что у меня $100 конверсия обходится, например, вот $100 конверсия обходится, я знаю. Если я вижу, что какой-то ключ потратил двух-трехкратную стоимость конверсии, то есть если он потратил 200-300 долларов, и я бы сказал 300, и конверсии ноль, то значит он не конвертит. Почему? Потому что пока он потратил 100, там 50, $160, еще может прилететь конверсия, потом еще через время вторая, и вы выйдете на нормальное число. Но если уже там трехкратно потратил, то, скорее всего, уже не будет. То я бы сказал трех. Когда ключевое слово истратило трехкратную стоимость, среднюю стоимость конверсии без результата. Вот так, вот такую формулировку. Так, Сергей, исходя из вашего опыта, как правильнее продавать смежные услуги иностранному заказчику помимо настройки Google Ads? Недавний пример из жизни. Аккаунт у клиента работал больше года, приносил ему 2-3 заявки в день. Он через биржу фриланса нанял меня. Настройка новой компании стала приносить ему 4-5 заявок в день. При этом рекламный бюджет, то есть в 2 раза больше заявок он начал получать, окей. При этом рекламный бюджет снизился на 30%. Круто. Клиент доволен. Я дополнительно дал несколько рекомендаций по ЦРО. ЦРО — это Content Rate Optimization, для всех просто я говорю. Это методы, направленные на увеличение конверсии веб-сайта. И это стало приносить 9-12 заявок в день. Как продавать такие решения? Хороший, отличный вопрос. Когда я вижу, что можно вот так вот, прям увеличиться, как я обычно говорю, несколько вариантов. Вариант первый. Я говорю: "Смотри, я в твой бизнес могу приносить больше денег. За это я хочу 50%". Это вот, я озвучиваю как есть, когда-то я сказал. То есть ребята получали по $200 конверсию. По $200 конверсию у них было, ну, около 10 конверсий в день. По $200 конверсию. Я говорю: "Смотрите, я знаю, как вам приносить 50 конверсий". Они говорят: "Окей". Говорю: "При этом не по $200, а дешевле". Они говорят: "Окей". Говорю: "За это я хочу половину от сэкономленных денег". То есть, если я вам принес 50 конверсий, но не по 200, а по $190, то я от этих 50 конверсий хочу половину от разницы. То есть, например, 50 конверсий
я принес их на $10 дешевле. То есть я им сэкономил 50 на 10, $500. Значит, я хочу за этот день $250. Половину от сэкономленных вами денег. Это абсолютно логично звучит. Как бы, ну, все зарабатывают. Я вам экономлю деньги, и при этом мы еще оба зарабатываем. И я, и вы. Все в плюсе. Согласились на эту штуку. Не всегда могут согласиться, могут, ну, некоторые не хотят светить прибыль. Ну, прибыль стоит. Хотя нет, тут они, кстати, не светят прибыль, да. Тут по цене конверсии. С некоторыми я говорю, я хочу, кстати, ЦРО обычно, Content Rent Optimization, они работают, значит, на, я хочу процент от дополнительного дохода, полученного. То есть, например, раньше вы тратили на рекламу $10 000. Сейчас вы тоже тратите на рекламу $10 000, но раньше вы на эти $10 000 получали $50 000 прибыли, а сейчас 100 плюс 50. Так вот, я хочу процент от того, что вы выше получаете. Обычно это в районе или очень большой процент единоразово, например, там 100% за первый месяц роста, или там 80%, есть такое. Большие ЦРО агентства вообще подписывают, например, за каждый процент 30-40 тысяч долларов. То есть за каждый 1% роста конверсии 30-40 тысяч долларов они берут, прям по договору. Либо это же может быть малый процент, но на долгосрочно. Вот. Что и какой тут еще вариант? Ну, тут у вас, смотрите, цена, вы и цену, и заявками. Можно сказать, то есть можно посчитать тогда, значит, у нас две переменные. Можно посчитать, опять же, если клиент готов делиться прибылью, вы какой-то процент от прибыли можете попросить. Если нет, нужно, ну, тут математика играться. Как это все? Вопрос, как эти решения продавать, это самый простой способ продажи, это называется продавать деньги. То есть, смотрите, когда вы продаете что-то, что не ведет прямо к деньгам, м, ну, например, там какой-то CRM, которая прямо к деньгам не ведет. Надо объяснить, почему человеку нужно. Тут вы продаете деньги. Вы говорите, смотрите, я предлагаю вам зарабатывать больше, но за это я хочу получать больше. Вот и все. То есть я предлагаю на каждую заработанную вами $1000 отдавать мне $300. А еще лучше сказать, на каждую дополнительно заработанную вами $1000 отдавать мне 300. То есть вы зарабатывали последние 3 года по $100 000 в месяц, а сейчас будете зарабатывать по 150 благодаря мне. Вот на эту 50 разницы я хочу там 20-30%. Это абсолютно нормально. Значит, вы продаете, ну, то есть это оффер, это irresistible offer называется, не оффер, от которого нельзя устоять, потому что, ну, вот представьте, вот я сейчас зарабатываю там, например, я работаю сейчас на работе, и на этой работе мне платят, там, не знаю, $1000 в месяц зарплату. И ко мне приходит товарищ какой-то и говорит, смотри, я помогу тебе найти новую работу, ты будешь зарабатывать $2000. Но за это, то есть ты будешь делать то же самое, никаких новых обязанностей, ничего нового, то же самое, а будешь зарабатывать в 2 раза больше. Я знаю, как это сделать. Но за это ты мне от роста какое-то время или единоразово заплатишь какую-то сумму. Я скажу, ну, конечно, давай. Ну, то есть это гарантия стопроцентная. Потому что если я не заработал, я ничего не плачу. И вы также ему говорите, смотрите, если вы ничего не заработаете дополнительно, вы мне ничего не платите. То есть это оффер, от которого нельзя устоять. Вам, представьте, кто-то приходит и говорит, хочешь штуку баксов заработать? Но если не заработаешь, ничего мне не платишь. Но если заработаешь, заплатишь. Хочу, конечно, чего нет. То есть это называется продавать деньги за деньги. Так, Александр. Здравствуйте, Игорь. Что думаете о расширенных конверсиях? Есть ли смысл их использовать? Расширенные конверсии — это когда, если Александр это имеет в виду, расширенные конверсии — это когда Google нам позволяет учитывать не только действия, совершенные на сайте, а действия, полученные из нашей CRM, то есть связанные с нашими клиентами. А, Ответа два. Ответ первый. В общем, вот просто вот в общем, крутая штука, прикольно. Но а, с большинством клиентов, с которыми я работаю, эту штуку не используют, потому что клиенты крупные боятся ввиду закона GDPR о защите персональных данных. Потому что как бы вы должны отправлять в Google,
данные своих клиентов. Ну, оно как бы с одной стороны, ну, ничего страшного, типа можно и custom audience загрузить, но с другой стороны, многие компании предпочитают строить систему отслеживания конверсий на базе данных, которые можно обезличенно передать. То есть, ну, расширенная конверсия это прикольно, если вас не связывают узы персональных данных, законов. Так, Віталій Зайко. Привіт, Ігор, і команда. Перш за все, користуючись нагодою, хочу подякувати за вашу працю, настанови, науку і підтримку. Дякую вам за відгук. Будь ласка, за те, що ми вам були корисні. Саме завдяки вашому курсу, який я придбав у грудні 21-го, я перекваліфікувався з турагента в онлайн-маркетера. Клас. 13 років в Україні я був підприємцем, власником турагенції. З початком війни ми з сім'єю переїхали у Нідерланди. Тут почав трохи пробувати фріланс, був рік проби помилок, але сьогодні місяць, як я працюю на посаді онлайн-маркетера у нідерландській компанії. Ну супер. 90% продажів з Google Ads. Я дуже задоволений, що змінив спеціальність саме на таку, дякуючи вашій роботі. Я дуже полюбив Google. Ну, супер, от читаю, мені прям дуже приємно, що людина змінила життя завдяки Гуглу, перейшла, класну роботу знайшла. Я дуже, Віталій, дуже радий за вас. Ага. Питання. Так, моя сфера роботи в Нідерландах сорі, нестандартна. Продаємо труни. Труни це граби, які можете дати стратегічні. Я ніколи не продавав труни. Які можете давати стратегічні поради, щоб максимально використати переваги. Людям потрібно приймати рішення швидко, найчастіше похорони на другий, третій день, і згладити недоліки сфери. Неетично, неможливо використовувати ремаркетинг, медійну рекламу. Однак працює як пошукова реклама, так і Google Shopping. О, я теж кандидат наук. Клас! Супер. Давідик, супер. Дуже цікаво, щоб ви поділили свою історію. Марина, менеджер я відповідала. Дякую вам, дуже клас. Теж кандидат наук, теж викладач. Супер, супер. Так, як продавати труни в Нідерландах? Ну, давайте так разом мислити. Тобто, помирає у когось близька людина. Через 2 дні, 3 дні похорон. Треба знайти труну. Я не впевнений на 100%, але мені здається, що люди не шукають окремо труну, окремо квіти, вони йдуть до ритуального агентства і кажуть: "Мені треба поховати людину". І ритуальне агентство все робить під ключ. Каже: "Вибирайте труну". Ну, це мені так здається. Ну, але з другого боку, якщо б так було, то не було б цього питання. Думаємо далі. Тобто, окей, є люди, які труну шукають самі в інтернеті. Вони раз дивляться і обирають труну. Які поради? Ну, мені здається, що тут є певні ключові слова, які прям ну, тобто це одна з тих сфер. Оце труну замовити, мені здається, це з тієї ж серії, що стоматологія посеред ночі, стоматологія цілодобово, коли людині болить так, що він, типу, куди завгодно поїхати. І мені здається, я б аналізував всі пошукові запити, не ключові слова, пошукові запити, за якими були конверсії. Брав їх це той випадок, коли б я працював з ручним налаштуванням, точною відповідністю, квадратні скобки, ручне налаштування ставок, високі ставки на точну відповідність, і прям бив на це. І те ж саме у шопінгу я б максимально мінусував запити, які прямо не ургентні, не срочні. Ну, але чесно, ну, тобто, по ідеї, ці запити, от як загалом, нічим не відрізняються від запиту, типу там, а,
срочний визов сантехніка, коли труба тече, або стоматологія круглосуточно. І логіка така ж сама. Тобто я б сказав, що для таких запитів більш важливо не те, що в рекламі ви знаєте свої ключі, ви, ставку ставите і показуєте зверху. Я б сказав, що тут більш важливо, посадкова, тому що, мені здається, там клік досить дорогий, і щоб людину схопити, ви повинні на посадковій показати. Ну, тут перевага у всіх цих нішах перевага завжди ургентність. Тобто, коли я, шукаю срочний визов сантехніка, я прям шукаю ну, типу, хто приїде через годину або там срочний ремонт холодильника. Він у мене тече, мені зараз необхідно. І зазвичай з такою рекламою прям тиснуть на срочність, ургентність прямо зараз. Ми там через півгодини, ну, тут те ж саме і труна, там виготовлення під замовлення за 3 дні. Ну, більше в голову нічого не приходить, тому що, ну прям капець нестандартно. Так, Роман. Дякую, Віталій. Обов'язково з вами зв'яжемось. Ви мене надихнули, що теж кандидат наук, викладач і круто змінили світ. Може, навіть запишемо з вами інтерв'ю, розкажете про свій шлях. Я думаю, оця от історія, коли людина змінює свою професію, знаходить себе і радіє, відверто радіє, що вона знайшла те, що їй подобається, вона надихає. От так же моя історія надихає багатьох, коли я розказую, що я був викладачем в університеті, там у мене був свій інтернет-магазин, потім я почав займатися Google рекламою, получатися стало, от вона надихає багатьох. Я думаю, от ваша історія теж багатьох надихне. Тому, може, знімемо з вами якийсь невеличкий підкастик. Так, Роман, сколько нужно платить специалисту, который настроит и будет вести рекламную кампанию в Google Ads? От чего зависит? От количества ключевых слов, количества товаров. Смотрите, я бы сказал, Роман, так. Если специалист просит оплату за количество ключевых слов или количество товаров, я бы ему вообще не платил и нашел другого специалиста. Вопрос, на самом деле, то есть вопрос от предпринимателя, как ему найти специалиста и как понять его оплату. Я скажу так. Есть 3 уровня специалистов. Первый уровень — это специалисты начального уровня, которые берут за свою работу от 100 до $300 за месяц работы. Количество ну, то есть смотрите, если у вас ключевых слов не миллионы и не тысячи, то, ну, лично для меня настроить рекламу на 5 ключевых слов, на 25 ключевых слов, на 50 ключевых слов, ну, чуть-чуть больше работы, но я не могу сказать, что это критично больше. То есть, если речь идет не о тысячах, если у вас не десятки, то есть, смотрите, логично говорить об оплате за ключевые слова, если у вас их реально тысячи, десятки тысяч, ну, потому что там надо уже подключать мозги. Если количество ключевых слов обычное, ну, до 100 будем говорить, то я бы сказал $100-300. И если вы компания начального уровня, то есть у вас там, ну, вы еще начинаете, у вас там бюджеты, например, 1000-2000 долларов в месяц, то я бы искал, вот среди учеников, кстати, курса, есть полно новичков, которые согласятся, я думаю, и как пробный проект взять. Поэтому я бы сказал, вот какой-то фикс. Это вот первый уровень. Если вы тратите на рекламу 2 и больше, 2-5000 долларов, то я бы смотрел на специалистов уже среднего уровня, которые обычно берут 500-700 долларов в месяц. Опять же, если речь идет о стандартной там несколько поисковых компаний, одна-две, несколько, возможно, дисплейных. То есть, ну, понимаете, договоренности, они же гибкие. Специалист вам может сказать, я беру 500 долларов фикс, например. А вы приходите и говорите, окей, а мне надо 25 тысяч поисковых компаний создать. Я и такие аккаунты видел. Ну, ясно, что он скажет, нет, я не буду за 500 долларов это создавать. Ну, то есть речь, это знаете, как когда приходит, говорит, сколько у вас стоит пришить молнию на куртку? Он говорит, ну, там, не знаю, там, $10. А он приносит куртку какую-то от, там, не знаю, от космического корабля, куда надо специальные иголки и так далее. Ну, не будет $10. То есть тут логика точно такая же. Если
к специалисту интересно, и он видит, что, ну, нормальный объем работы, я думаю, 500-700. Если вы работаете с крупными бюджетами уже там, ну, 5-10 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, то редко кто из точнее так, то специалисты с высокого уровня не согласятся работать за фикс. Они согласятся работать за какой-то процент, чтобы им было интересно. Выросли, и они больше платили. Процент, ну, как я говорил раньше, стартовая точка переговоров $10, дальше 10%, дальше больше-меньше. Вот. Поэтому, как говорят в Америке, it depends. Это зависит от многого всего. Так, Лариса. Игорь, подскажите, пожалуйста, Google Merchant Center. Хотела настроить аккаунт на Болгарию, но при регистрации в падающем меню не нашла такой страны и сделала регистрацию на Грецию. В одном из ваших видео стало понятно, что торговая реклама будет показываться на ту страну, на которую строен фит. Конечно, на Грецию. Как мне можно добавить другую страну и запустить торговую рекламу? Смотрите, а, первый вопрос касательно Болгарии. К сожалению, в мире слишком много стран, сколько, 196, да? И я не знаю, какие правила, условия в каждой стране мира. Поэтому ответ на первый вопрос, какие там вот, как в падающем меню найти Болгарию, как настроить на Болгарию, лучше всего даст кто-то, у кого есть опыт рекламы на Болгарию. Это первый вопрос. Второй вопрос, как настроить фит на другую страну? Создать новый фид и выбрать там другую страну. Ну, сейчас вот прям гуглю. Болгария. Google. Супер. Я не вижу, что в Болгарии. А может, я не туда смотрю. Ну, есть вариант, что там нет Болгарии. Не знаю, честно. То есть стран слишком много, чтобы знать все. Поэтому, ну, варианта три. Погуглить. Самый лучший запрос — это запрос на болгарском языке. Есть ли Google Shopping в Болгарии, но на болгарском языке. Второй вариант — написать в техподдержку Google. Сказать: "Я хочу в Болгарию, как мне?" Третий вариант — на какой-то, бирже фриланса местной болгарской найти человека, который разбирается в Google шопинге, и заплатить ему за консультацию, за час его времени. И узнать, как в Болгарии настраивать Google шопинг и какие есть нюансы. Расскажите, пожалуйста, о правилах, которые можно настроить для рекламной кампании. В каких случаях эффективно использовать и какое правило применяете вы? Если идет речь об автоматизированных правилах, то с внедрением уже более мощного искусственного интеллекта "Гугла" я перестал использовать правила. Вот честно, не использую, даже когда речь идет о тратах миллионов долларов в месяц на компаниях, я не использую там правил. Не вижу в этом острой необходимости. Так, я предлагаю для туристов аудиогид по Болгарии. Это записанная экскурсия на 9 языках, которую человек может слушать на своем телефоне. Скачивать ничего не нужно, все доступно на сайте. А органический трафик 20 продаж в месяц. Запустили на поиск ручное управление ставок. Пробовали ключевые слова Walking Tour София. CTR 25-30%. В объявлениях решили схитрить и указали, что просто экскурсия, не указав, что это аудиоэкскурсия. Кликов было много, но покупок нет. Очевидно, нерелевантно запросу. Далее в объявлениях написали, что предлагаем София Walking Audio Guide Tour. Сейчас CTR 1,83%. Качество рекламы 2. Кликов нет, заявок нет. Какую стратегию можно еще рассмотреть? Запустить на холодную аудиторию на ключ сайт Scene София. Смотрите, что бы я делал? Вот очень когда-то похожая ситуация была. Алексей, по-моему, да, Алексей, он в чате очень активно у нас, он продавал туры на яхтах, яхт-туры в Греции. И была проблема в том, что никто не ищет яхт-туры в Греции, а те, кто ищут просто тур на корабле или отдых в Греции, они заходят, видят какой-то яхт-тур и уходят. И они не понимают. И вот тут почти такая же дилемма. То есть никто не ищет аудиотур по Софии, а те, кто ищет walking тур по Софии, они ищут, но они заходят и уходят. Как мы решили этот вопрос с Алексеем? Мы в рекламе
таргетировались на людей, которые ищут круизы по Греции. Но чтобы они не уходили сразу со страницы, на первом экране мы сразу показывали сравнение, почему круиз по Греции плохо, почему тур на яхте по Греции хорошо. То есть тут был круиз, тут яхта, преимущества, недостатки круиза, преимущества яхты. То есть идея была такая: человек заходит с намерением найти круиз по Греции. И он такой: о, прикольно, так можно вообще не привязываться там к тому, а на яхте по Греции погонять. Как круто! Я бы на вашем месте делал точно так же. Я бы запускал Walking Tour София, то есть шагательные туры гулябельные туры по Софии. Но на первом экране сразу вот так вот, типа Walking Tour, недостатки, например. Нужно привязываться ко времени. Нужно там, при переносе ваши то есть какие недостатки обычного walking-тура? Вы привязываетесь ко времени. Если пойдет дождь или там что то непредвиденное, ваш тур отменят. А, вы привязаны к маршруту, гида, если у вас группа большая. Там в туалет отойти, покушать не получится, вы как бы. Взамен вы говорите: "А у нас аудиотур". В любое время, вышли в удобном вам темпе. То есть вам не нужно ждать, пока вся группа сходит в туалет, или если вы хотите покушать, остановиться, вы себе в этом отказываете. В удобном для вас темпе, прям вот можете видосик я бы записал видео на телефон, как люди по Софии такие идут, номер один, раз послушали, о, интересно, там посмотрите направо, посмотрите налево, потом такие говорят: слушай, а пошли перекусим. Раз, сели, перекусили, то есть они в удобном их темпе. А пошли теперь там прогуляемся, пошли. Потом, о, смотри, второй пункт. То есть я бы рекламу давал на Walking Tour, но на первом экране лендинг-пейджа переубеждал людей, что аудиотур лучшая идея, чем Walking Tour. Вот так вот. Так, потому что да, София Walking Audio Guide Tour — это слишком такой вопрос, его мало кто ищет. Так, окей. Ал Александр. Как рекомендуете настраивать торговые кампании, если интернет-магазин на двух языках? Разделить на две торговые кампании, для разных языков отдельная кампания. Или, возможно, запускать все языки в одной торговой кампании. Фиды товара созданы отдельно для каждого языка. Смотрите, я бы запускал в двух. Я бы запускал в двух. Сначала. Но меня бы наверняка очень тревожила мысль. Вот я в свой ход мысли. Я бы сначала запустил в двух, посмотрел бы какое-то время. Но меня бы тревожила мысль: а что если я запущу, подождите, а в одной через, что если я запущу в одной 2 фида? Не тревожило бы меня, я бы в двух запускал. Два языка, две компании, я бы запускал в двух. Я не уверен, что технически можно два фида на разных языках запустить в одной. Ну, может, технически можно на два языка сразу настроить компанию. Два фида не уверен, что можно. Но это уже такое немножко сложности. Я бы 2 компании запускал. Но это не означает, что это истина в последней инстанции. То есть, возможно, у кого-то есть опыт в одной запускать, и он более успешный. То есть я говорю, как бы я делал из моего опыта. Так, Дмитрий, в видеорекламе я могу отключать мобильные приложения. Если да, то я не нашел, где это можно сделать. Смотрите, в видеорекламе на YouTube есть 8 подтипов компаний. О каком речь? Если речь о типе компании Drive Conversions — это увеличение числа конверсий, то нет, вы там ничего не можете. Это вообще черная коробочка, запустили, поехал, ничего не можете. Сейчас, дайте подумать. Может, и можете. Сейчас проверим. Так, давайте, пока в фоне оно там грузится, я следующий вопрос посмотрю.
Так, есть ли возможность запустить поисковую рекламу, не имея посадочную страничку или сайт, используя только обратную форму для клиентов, которые есть в настройках объявлений? Возможно, то есть вопрос, можно ли запустить поисковую рекламу без сайта, через форму для клиентов, которая есть в настройках объявления? Возможно, есть другие варианты. Смотрите, мой ответ, я всегда отвечаю на вопрос, можно ли запустить рекламу без сайта, я всегда практически отвечаю одним способом. Я всегда Ладно, всё, отвлекаюсь. Я всегда говорю следующее. Вот представьте, что вы механик в сервисном центре автомобиля, в СТО. К вам приезжает человек на машине и говорит: у меня вопрос. А теоретически можно ездить на автомобиле с полностью поднятым ручником, если я буду сильно-сильно-сильно давить на педаль газа? Теоретически можно, машина поедет. И я когда-то так, я помню, из гаража выезжал. Забыл ручник снять, и я думаю, что оно не едет? Газую, и машина ехала. И чем сильнее я газовал, тем быстрее она ехала с поднятым ручником. То есть теоретически это можно делать. Точно так же и тут. Теоретически можно без сайта настроить рекламу. Через объявление типа звонок, через какие-то... То есть теоретически это можно сделать. Но возникает второй вопрос в аналогии нашей с автомехаником. А зачем тебе это делать? А зачем тебе поднимать ручник и газовать, если автомобиль для этого не предназначен? То есть, ну, теоретически или, м, ну, теоретически это по законам физики, сильно давая на педаль газа, ты преодолеешь силу трения тормозных дисков, и машина поедет. Да. Но зачем? Зачем так издеваться над автомобилем? Тут то же самое. Зачем так издеваться над рекламой? Ну, теоретически можно, но зачем так издеваться над рекламой? Создать сайт на Веблиуме, например, ну, или самому за вечер, или если вообще никакого желания нет. Мне кажется, на фриланс-ханте можно за $100 простую, даже за 50 можно найти, чтобы вам простую страничку какую-то на каком-то конструкторе сделали. То есть смысл вкладывать в рекламу. А я ж ведь думаю, что если вы решили запускать рекламу, то бюджет у вас будет не $1 в день, но, наверное, там 10-20 долларов в день для начала, да? То есть в месяц вы будете вкладывать в рекламу там 300-600 долларов. Зачем вкладывать в рекламу 300-600 долларов в попытке сэкономить $50 на разработку сайта? Ладно, берем при самых худших раскладах. Вы не нашли дешевого дешевого фрилансера, идете, вот, Weblium Studio, гуглите, украинская хорошая студия, Weblium Studio. Я у них всегда заказываю сайты. Weblium Studio, когда надо простенький сайт для теста. Вот я даже сейчас гуглю. Weblium Studio. Это прям студия, которые делают крутые, прикольные веб-сайты за неделю. Базовый пакет 3 странички, базовый сайт $250. Это студия с дизайнером профессиональным, эта студия вам сделает нормальный сайт на 3 странички, но он уже у вас будет. Это $250 стоит. То есть у меня возникает вопрос: зачем тратить на рекламу там 300, 400, 500, $600 каждый месяц, переживая и зная, что она работает на маленькую долю от своей эффективности, издеваться над собой, чем просто заплатить раз 250, создать сайт или создать его самому. То есть ответ на вопрос, можно ли запускать рекламу без сайта, следующий. Теоретически это делать можно, теоретически. Я такого никогда не делал и не рекомендую делать, потому что создать сайт это просто легко и зачем? Зачем искать обходы, если он взял и создал сайт? Кстати, я уверен, в нашем клубе, клуб учеников, найдется множество людей, которые простейший сайт на одну страничку на том же Веблиуме, на том же Виксе, на чем угодно сделают за напишите: "Ребята, нужен самый дешевый сайт на любом конструкторе, сколько с меня, я уверен, найдете". Ну, то есть вопрос теоретически можно, нужно, не уверен. Так, возвращаемся к Дмитрию. Мобильные приложения в Drive Conversion.
Drive Conversion — это черная коробочка. Они большинство можно. Идете в настройки компании, exclusions — исключения, сверху переключаете на placement exclusions, а, placement exclusions — исключение мест размещения. Нажимаете плюсик и удаляете. Там вот есть apps и apps categories. На русском компания, настройки, исключения, исключенные места размещения, плюсик и выбрать эпы. И все у вас получится, да. Дальше. Следующий вопрос. А, какие 2 стратегии назначения ставок рекомендуете использовать в компании, если она настроена с нуля и нет истории? Я всегда с нуля максимум конверсии ставлю. Максимум конверсии. Если не идет, бывает такое, что не идет. Google прям не уверен, что он вам вообще хоть одну версию принесет. Я там на день, на 2 ставлю максимум кликов, потом максимум конверсий, потом, когда пошел поток конверсии, перехожу на уже целевая цена за конверсию. Как по вашему опыту показывает себя стратегия назначения ставок, ручная стратегия с оптимизацией по конверсии? Э, Значит, смотрите, есть разные типы бизнеса. Для бизнеса, где много конверсий, где быстрые эти конверсии происходят, лучше всего автостратегия. Не морочиться с manual. Ну, можно заморочиться с manual, с ручной, но это уже про очень тонкий тюнинг. Есть бизнесы, где ты с автостратегиями далеко не уедешь. Например, там, Lawyer Нью-Йорк. Один клик, 100-300 долларов за один клик. Там ты на автостратегиях далеко не уедешь. Там только manual CPC с оптимизацией, с Enhanced Conversion, с оптимизацией по конверсиям. Вот. Существуют бизнесы где-то посередине, там, где можно и такие компании. То есть каждому это, знаете, как вы относитесь к плоскогубцам? Что лучше, молоток или плоскогубцы? Если мне нужно забить гвоздь, я негативно отношусь к плоскогубцам. Если мне нужно открутить какой-то застрявший болт, я позитивно отношусь к плоскогубцам, но негативно отношусь к молотку. Под инструмент. То есть это нормальная рабочая стратегия под инструмент, если, если она оправдана там ее использование. На каком этапе вы включаете эксперимент? Запускаете ли вы эксперимент, если компания с нуля? Нет, никогда. Эксперимент можно запускать, когда мы вышли на плановые показатели. То есть, когда мы вышли на стабильность. Стабильностью называю, когда у нас хотя бы неделя идет постоянные лиды, постоянная цена, то есть когда у нас нет никаких прыжков, вот мы вышли. Обычно как компания запускается, идет рост, 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 дальше какие-то вот маленькие колебания, но такое плато стабильности. Вот после стабильности. Потому что если вы начнете эксперимент на этапе роста, вы не будете знать, что на самом деле привело, то есть это эксперимент хороший или это просто оно и так пошло бы вверх. Только когда вышли на стабильность. То есть мы смотрим за последнюю неделю, все ровно, мы смотрим, ага, ну все, вот так вот. Так, если кого-то пропустил, напишите, что я пропустил кого-то. По-моему, я никого не пропустил. Так, теперь у нас осталось немного времени в чате, смотрю. Обратился к клиенту, у которого 2 года заблокирован Google аккаунт. С чего начать? Нужно написать техподдержку и восстанавливать или открыть новый? Если 2 года назад заблокирован, я бы уже открывал новый. Ну, вы можете ради интереса написать техподдержку, но я бы новый открывал. Так. Вот Дмитрий вам дает совет, напишите Дмитрию, поможет вам. Так, фонари. Ну, тут это вы, вон, Дмитрий, аудиогайд Болгария, посоветуйтесь. Игорь, как вы анализируете PMAX? Вообще нет статистики. Да, блин, PMAX это такая черная коробочка. Но какой логике я следую? Что такое PMAX? Вот в целом. PMAX — это сочетание поисковой компании, дисплейной компании КМС, Discovery компании, которая работает в инфраструктуре Google, и YouTube компании, которая работает в YouTube. То есть Discovery — это сочетание этих четырех. Я всегда запускаю все типы компаний. И инсайты, полученные мною на поисковой Discovery, КМС и
"Ютубе" я использую в Performance Max. То есть, если я вижу, что в "Ютубе" и в Discovery вот эти аудитории круто отрабатывают, я их в PMax. Если я вижу, что они фигово отрабатывают, я их убираю из PMax. То есть PMax — это, да, черная коробочка, в которой Google от нас все прячет. Поэтому я таким образом, то есть инсайты, полученные мной из других типов компаний, я экстраполирую на PMax. Вот только так, к сожалению. То есть Google тут нам и не даст Google нам. Еще попутный вопрос. Что полезного можно сделать, если есть телефоны и имейлы действующих клиентов? Вроде бы на их основе, значит, если есть телефоны действующих клиентов и ваш аккаунт соответствует правилам для Custom Audiences, Custom Email Audiences, можете загуглить, Google Ads, правила аудитория по имейлам. Там правила, там требования, по-моему, 3 месяца, как минимум 3 месяца возраст аккаунта, как минимум 50 тысяч долларов на рекламу потрачено, и не было серьезных нарушений. 3. Если соответствует, вы можете загрузить телефоны и имейлы действующих клиентов в аудиторию эту. Правильно, похожее уже не будет создано, но Performance Max вы можете использовать эту аудиторию как сигнал и установить, расширение таргетинга, и тогда это будет в некий аналог похожий. То есть вот так вот немножко в обход. Да. Плюс можете исключить из показа, чтобы не показывать рекламу существующим, если в вашей стратегии маркетинга вы не показываете рекламу существующим. Какая эффективная стратегия, для ремаркетинга сейчас, если у аудитории меньше, ну, если в аудитории меньше 100 человек, она ж не заработает, 1000 человек нужно, узкая ниша. А, с такими маленькими аудиториями там только я не вижу вообще смысла запускать отдельную кампанию ремаркетинга с маленькими аудиториями. Я бы просто позитивную корректировку ставок ставил в своих компаниях, то есть больше на них ставку и все, без, без отдельной кампании. Но они реально маленькие, он не факт, что вообще будет кому-то показываться. Напишите, плиз, сайт студии, которые делают простые посадочные. Момент. Вот. Очень советую. Мне прямо не нравится. Крутые ребята, все быстро, все вот прям рекомендую. Так, все, вопросы там закончились, вопросы в чате закончились. Всем пока. Я пошел лечиться. До встречи через 2 недели. Пока.